Всем привет, с вами Бананомастер, и сегодня мы делаем домашку по 21 уроку. Начнем с первой задачи, и в этой задаче мне нужно сделать так, что когда я выбираю какое-либо животное в нашем свече, например, выбрал собаку и нажал на кнопку, то я после этого должен был увидеть цифру 2. Если бы выбрал птицу, то 3, кошку 1. По вот такой аналогии. Решение я начну писать в теле функции. В ней я первым делом уже получил наше значение из селекта, и мне осталось прописать только условия. Для него я использую switch. Пишу switch, круглые скобки, внутрь то, что буду сравнивать. Наше значение селекта. Далее открываю тело свитча и прописываю кейсы. Первый кейс это будет у нас cat. И если это дает true, то я открываю тело кейса и прописываю «Выведи мне в дивчик циферку 1». После чего закрываю тело кейса. Следующий этап – это мне нужно то же самое сделать под собаку и птицу, но с разными вариантами ответа. Тут 2, тут 3. Проверяем, как это работает. 1, 3. Отлично, работает верно. Можем переходить ко второй задаче. Нам нужно сделать так, чтобы мы меняли цвет кнопки, исходя из того, что у нас написано в этом поле ввода. Если я написал слово админ красный, босс синий, клиент зеленый. Решение также начну в теле функции. Возьму наш текст, который мы впишем, и буду его проверять по таким вариантам. Вариант админ – это у нас берем кнопку, стили, конкретный стиль, и говорим, что кнопка станет красной. Закрываем наш кейс, прописываем остальные под босс и клиента. С вариантами ответа, если это дает true, то окрашиваем в зеленый. Если кейс дает true на босс, красим в синий. Проверяем, как это работает. Пишу админ, красный, босс, синий. Работает отлично. Можем переходить к третьей задаче. В этой задаче мне нужно сравнивать то, что я написал в этом поле вводе. И если я написал, например, км, то я вывожу километр. Написал м, вывожу метр. См – сантиметр. То есть я ввожу сюда, например, км, клик, и ниже вижу вот эту фразу. Решение, как и всегда, с тела функции. Проверяем наш текст входной по таким кейсам. Первый кейс это км, где если это будет правда, то я вывожу в наш дивчик вот такой ответ, то есть километр. После чего закрываю тело кейса. Далее продублирую эту запись на вариант метр и сантиметр. Также в кейсе нужно написать то, что нам нужно. Окей. После этого проверяем, как это работает. Км, клик, километр. См, сантиметр. Работает отлично. Переходим к четвертой задаче.
В этой задаче мне нужно смотреть, какой уровень сложности выбран, и в соответствии с уровнем сложности выводить количество жизней. Например, если это easy, то 5, medium 3, hard 2, expert 1. Прописываю все это в теле функции. Пишу switch, фигурные скобки, далее case и с чем сравнивать. С вот этим словом. После чего открываю тело кейса, то есть ставлю 2 точки. Прописываю ответ, то есть тело кейса прописываю. А мне там нужно вывести 5. И закрываю тело кейса. Такое же действие делаю под каждый случай, который у нас здесь есть. Это я лишнее написал, поэтому удаляю. Значит, easy 5, medium 3, hard 2, expert 1. Проверяем, как это работает. 5 жизней. Мы эксперты. 1 жизнь. Отлично, работает верно. На всякий случай скажу, что цель этой домашки сделать так, чтобы вы освоили синтаксис. Могли писать без орфографических ошибок. Можем переходить к 5-й задаче. В этой задаче мне нужно сделать так, что, исходя из того, какой вариант выбран, выводить правильное соответствие. Breakfast 8, lunch 13, dinner 19. Решение в теле функции прописывается switch, то, что я буду сравнивать, и открываем кейс, где сравниваю вот этот вариант. 2 точки. Открываем тело кейса. Далее выводим в таком варианте вот это время. И также не забываем break, типа конец кейса. Окей. И также прописываем эти, другие варианты действия под lunch и dinner, где при ланче 13, dinner 19. Проверяем. И отлично. Можем переходить к следующей задаче, к 6-й. Эта задача очень похожая на 4-ю, но тут у меня вот такое сравнение. Прописываю switch, беру наш выбранный вариант из select, далее case и сравниваю его с таким случаем. И если такой случай дает true, то выводим вот эту фразу. И обязательно закрываем. Копируем это 3 раза, потому что у нас всего 3 варианта. И переделываем под правильный вариант ответа. 2 это G, 3 это ты. Окей, сравниваем. Оп. Ага, и работает. Не забываем, что здесь у нас происходит ответ сразу в моменте выбора, то есть в живом времени. А это событие onChange. Можем переходить к 7-й задаче. В этой задаче мне нужно взять данные из 2 полей ввода, а далее после клика выполнить соответствующую операцию. Например, если я сделаю так, то я должен увидеть 50, потому что, видите, я плюсую их. Или делаю минус, вижу минус 10. Там деление, то деление. Чтобы было проще, то вот так вот напишу. И при клике я должен буду увидеть 3. 9 деленное на 3 – 3. Решение в теле функции. И, как всегда, пишем switch. После чего первый вариант. Первый вариант – это я сравниваю плюсик. Если выбран плюс, то мне нужно выводить
в наш дивчик текст из первого поля ввода плюс текст из второго поля ввода. Далее закрываем этот кейс. После чего я его продублирую под такие варианты, как минус, деление и умножение. И пропишу в теле соответствующие действия. Окей, можно проверить. Пишу 20, 40. Отлично. Умножение тоже отлично. Минус, ну, как мы и считали. То есть все написано верно. На всякий случай еще раз добавлю. Switch, он имеет очень непохожий синтаксис по сравнению с if или с тем, что было у нас раньше. Поэтому в этой домашке вам нужно смочь написать все без орфографических ошибок, абсолютно правильно, не позабывать про эти брейки, про открывание тела кейса и так далее. То есть запомнить полный синтаксис. Далее мы уже будем чуть сложнее задачи решать. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.